Солнечный свет заливал огромную кухню старого особняка в Валенсии, окрашивая стены теплым золотистым оттенком и отражаясь в блестящей посуде на длинных деревянных полках. В этом доме каждый предмет дышал историей. Старинные часы с медленно качающейся гирей, расписные керамические вазы и тяжелые бархатные шторы, за которыми скрывались солнечные лучи, превращая утро в игру света и тени. Снаружи особняк казался величественным и идеально ухоженным, словно олицетворение достатка и спокойствия, но за его сверкающими дверями скрывалась темная и тихая боль. В это утро тишину роскоши разорвали горькие всхлипы маленькой девочки. Эмили, 7 лет, стояла на коленях на полированном паркете, рядом опрокинут серебряное ведерко с водой, растекавшейся по полу, словно слезы, которые она так долго сдерживала. Ее голубое платье прилипло к дрожащему телу, а маленькая рука была порезана о осколок стекла, оставив на коже тонкую красную дорожку. Она страдала не только от физической боли, но и от глубокой внутренней пустоты. Некому было ее утешить, некому сказать слово поддержки. Тяжесть одиночества давила сильнее любого пореза, а безмолвие роскошных стен лишь усиливало ощущение изоляции. В особняке царила холодная дисциплина. Ее отчим, высокий, блестящий и всегда безупречно одетый мужчина, редко проявлял настоящие эмоции, выбирая холодную строгость и видимость заботы. За фасадом роскоши скрывалось ежедневное унижение, тяжелые обязанности, бесконечные упреки и строгие наказания, которые не под силу вынести даже взрослому. Девочка росла словно тень, едва заметная на фоне золотых люстр, мраморных лестниц и зеркал, отражавших богатство, но не любовь. Она наблюдала, как отец, влиятельный бизнесмен, погруженный в деловые бумаги и телефонные звонки, считал, что роскошь и успех могут заменить тепло человеческих отношений. В тот день несчастье случилось случайно. Ведро с водой упало, стекло разбилось, и боль прорвалась наружу. Плач Эмили эхом разносился по дому, отражаясь от каменных стен, деревянных шкафов и стеклянных люстр. Этот звук был как сигнал тревоги, который, казалось, наконец достиг сердца того, кто до этого был слеп к ее страданиям. Шаги отца приближались, сначала осторожные, потом ускоренные. Он увидел дочь на полу, ее глаза, полные страха и тоски, и впервые за долгие годы осознал масштаб ее одиночества. Роскошь, успех, драгоценности и титулы — все стало пустым перед хрупкой, напуганной девочкой. Он опустил портфель, осторожно наклонился и взял ее руку в свои ладони. В этот момент он пытался залечить не только порез, но и годы отсутствия, холодного равнодушия, одиночества и невысказанных слов. Мир особняка изменился. Пол, который раньше казался зеркалом успеха, теперь отражал надежду. Солнечные лучи продолжали играть на полированном паркете, но теперь они озаряли не только стены, но и маленькое лицо, впервые обретшее доверие. Этот день стал переломным. Для Эмили — моментом, когда одиночество начало отступать, а для человека, который до сих пор считал, что деньги заменяют любовь, началом пути к настоящей заботе и теплу. В тот солнечный день в Валенсии родилась надежда на внимание, на понимание и на любовь, которая важнее любого богатства. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.